Сейчас я покажу, что находится внутри этих имплантов. Как живется импланту внутри человеческого организма и что с ним происходит. Сейчас я покажу, что находится внутри этих имплантов, чем они отличаются и чем не отличаются. Для начала сделаем легкий тест-драйв. Допустим, чего многие боятся, имплант лопнул. Ну, допустим, появилась небольшая трещина. За свою практику я знаю немного подобных случаев, но в одном из случаев девушке-спортсменке на грудь упал гриф, то есть она делала жим лежа, упал гриф, как бы это и спасло ее, но и травмировал, немножко надорвало имплант. Второй случай, девушка попала в ДТП, и точно так же она ударилась об руль, и это привело к травматизации импланта. Чтобы он просто сам по себе разорвался, ну, таких случаев я не знаю. Да, они описаны, но непонятно, почему это произошло. Я сейчас надрежу немного каждый из имплантов, и мы повыдавливаем гель, посмотрим, что он из себя представляет. Первым у нас будет имплант фирмы Mentor. Что мы видим? Мы видим когезивный гель внутри, который прячется. То есть, если у вас надорвался имплант, если он каким-то образом порвался, то ничего вытечь из него не может. По ощущениям, многие мои клиенты любят трогать составляющие импланта. Ну вот, похож на лизуна. Следующий имплант фирмы Polytech с оболочкой MESMA. Точно так же моделируем ситуацию, как будто бы имплант надорвался или порвался внутри. Как видим, точно такой же гель внутри этого импланта. Видите, то есть даже если вот там каким-то образом вы его зажали, имплант, то гель прячется. Вот он такой же мягкий и похож на лизуна. И теперь имплант фирмы Belite. Напомню, это сейчас самый дорогой в мире имплант, но мы смело его надрежем специально для того, чтобы показать вам, что же там находится внутри. Ну, как видите, с него вообще ничего не выдавливается, насколько бы я сильно не сдавливал. Вот можем сравнить с обычным имплантом, ну, так скажем, с любым другим имплантом с гелем внутри, с Belite. То есть здесь гель спокойно вылазит, здесь нет. И самый интересный момент, конечно же, давайте полностью разрежем и посмотрим, что внутри этих имплантов. Итак, как выглядит имплант Mentor внутри? Очень сложно режется. Со своей стороны хочу сказать, что, как мне кажется, немного более такой вот сжатый, плотный гель внутри, но он по составу похож на гель фирмы Allergan, фирмы Polytech и Motiva. Ну, тут можно на химическом уровне по-разному комментировать, но вот так визуально со стороны очень даже похоже. Оболочка, она более плотная. Сейчас мы разрежем MESMA и посмотрим. Ну вот она, вот такая вот текстурированная, плотная оболочка. Итак, следующий имплант, который мы разрежем, это будет имплант фирмы Polytech в оболочке MESMA. Разрезается, кстати, легче,
оболочки Mentor. Прям намного легче. Итак, по составу. Вот мы можем даже сейчас сравнить Mentor и Polytech. Как по мне, одинаково. Мягкость, она вот определяется толщиной оболочки. То есть здесь оболочка, она чуть-чуть более плотная, здесь потоньше. Поэтому этот кажется более мягким, Mentor чуть-чуть более плотным. Если мы посмотрим оболочку саму по себе, кстати, мы видим, как красиво отделяется гель от оболочки. Такая вот у нас камера имплант. То же самое постараемся сейчас сделать с Mentor. Вот, но, кстати, вот когда я трогаю в руках оболочку Mesma и оболочку Mentor, то они плюс-минус одинаковые. Чуть-чуть более грубая оболочка у Mentor. Вот, можно посмотреть, рассмотреть на макроуровне. А у Mesma она чуть более гладенькая. Но в целом они очень похожи. Мы увидели, какие Mentor были тех внутри. И теперь посмотрим, как выглядит внутри имплант фирмы Belite. Состав внутри Belite менее вязкий, более плотный. Так, видите, в импланте Belite у нас такая как пена внутри. То есть сравниваем с гелевыми имплантами. Видите, вот там гель такой похож на лизуна, а здесь такая как пена, которая вот намного легче геля. Но сейчас посмотрим на саму оболочку. И она отделяется намного легче. Вот оболочка Belite, оболочка Mesma и оболочка Mentor. Ну, могу сказать, что оболочка у Belite, она чуть более грубая, чем у Mentor, и намного более грубая, чем у Mesma. То есть если брать вот сейчас три оболочки Mentor, Mesma, Polytech и Belite, то у Belite она наиболее такая жесткая и плотная. По своим свойствам вот мы можем оценить, насколько вязкий гель у гелевых имплантов. То есть Belite больше держит форму, а гелевые импланты, видите, не больше поддаются гравитации, но можно судить, что они принимают более естественную форму груди, потому что Belite форму держит, а гель он принимает то положение, которое ему удобно в зависимости от гравитации. Делайте вывод сами. Обзор был максимально честным и максимально правдивым.